А вы знали, что крыша вашего дома может собирать пресную воду, вырабатывать электричество, защищать от пожаров? Готовы узнать, какие инновационные технологические решения можно установить на крыше вашего дома? Тогда давайте начнем. Знаете ли вы, что такое аэратор? Это такое специальное устройство для вентиляции подкровельного пространства и вывода водяных паров и влаги. Под нашей крышей всегда имеется влага. Она образуется в ходе эксплуатации здания из-за диффузии, то есть постоянного перемещения водяных паров, а также конденсации влаги на нижней поверхности кровли. Излишняя влага – причина образования грибков, плесени и других микроорганизмов, а также преждевременного разрушения материалов здания. Аэраторы необходимы для устранения этих неприятных последствий, а также для их профилактики. И на самом деле это очень простое на вид устройство. Кровельный аэратор – это своего рода труба, сделанная из нержавеющей стали или высококачественного пластика. На нее сверху устанавливается защитный колпак-зонтик, который предупреждает попадание внутрь влаги. И существует большое разнообразие моделей аэраторов от разных производителей. Выбрать подходящую поможет профессионал, исходя из особенностей вашей кровли, ее наклона, материала и других характеристик. При этом необходимо отметить, что вы не будете нуждаться в таком оборудовании, если ваш дом не утеплен. В старых зданиях не уделяли так много внимания теплоизоляции, а чердак, как правило, оставался нежилым помещением и был очень холодным. А вот особенности современных построек делают установку аэраторов необходимостью. Испарительный охладитель. Существуют также некоторые способы избежать нагрева вашей крыши. Особенно актуально это может быть для теплых засушливых регионов, где температура воздуха прогревается до 40 градусов по Цельсию. Для этого может быть использован, например, испарительный охладитель. Система испарительного охлаждения отлично спасает в жару. Действует она следующим образом. Вентилятор втягивает воздух из окружающей среды и направляет его через испарительный блок. Испарительный блок содержит материал с большой площадью поверхности. Обычно это специальные пластины или сетки, которые погружены в охлаждающую жидкость. Насос перекачивает охлаждающую жидкость из резервуара на верхнюю часть испарительного блока. При прохождении воздуха через испарительный блок специальная жидкость испаряется. Таким образом, тепло поглощается, и уже охлажденный воздух выдувается в помещение через вентиляционные отверстия, обеспечивая прохладу. Воздух обновляется в помещении каждые 2-3 минуты, и к тому же в процессе очищается от любых примесей и пыльцы с помощью специальных фильтров. Это также помогает быстро избавиться от неприятных запахов. Устройство крепится на крыше, а управлять температурой воздуха можно с сенсорного пульта или телефона. Охладители, как правило, отлично дружат с Wi-Fi, а некоторые модели и вовсе можно интегрировать в систему «Умный дом», что сделает вашу жизнь максимально комфортной. Сад на крыше. Кстати, охладить дом можно и по-другому. Например, создать настоящий сад на вашей крыше. Используя современные технологии в этом непростом деле, можно сформировать настоящий кровельный защитно-дренажный пирог, позволяющий организовать здесь своеобразную мини-экосистему и надежно защитить ее от влаги, солнечного излучения и перепадов температур. Пирог этот включает в себя противокорневые пленки, влагонакопительные маты, дренаж, фильтры, питательные субстраты и сами растения. Озеленение того, что было создано руками человека, можно назвать современным взглядом на будущее нашей планеты, и зеленая крыша – одно из его лучших воплощений. В зависимости от площади на ней можно расположить игровые площадки, зоны для отдыха и релаксации, растения и деревья, конечно же, дороги и спортивные тренажеры, зимний сад или оранжерею.
При неправильной проектировке и установке зеленой крыши может пострадать и фасад, и внутренние помещения здания, не говоря уже о самой крыше. Поэтому здесь, конечно, не обойдется без помощи специалистов. И даже если у вас не плоская, а покатая крыша, не спешите расстраиваться. Если она достаточно прочная, чтобы выдержать всю эту тяжелую систему, вы все еще можете воспользоваться этим способом для регулировки климата в доме. Прохладный воздух летом и плюсик в экологическую карму. Вот что вы получите. Солнечные панели. А в некоторых случаях и вовсе можно обойтись специальным светоотражающим покрытием. Но более интересный способ – поставить солнечные панели на крышу. Они помогут вам охладить ваш дом и сократить расходы на коммунальные услуги. И если вас не привлекают обычные солнечные панели, вы считаете их не слишком красивыми, громоздкими, шведы разработали следующие технологии специально для вас. Солнечные панели компании Midsummer повторяют форму кровельной черепицы. Легкие, тонкие и гибкие, они обеспечивают эстетически красивую крышу, сохраняя свои свойства. Генеральный директор компании рассказал, что первая установка прошла успешно, и необычная черепица отлично вписалась в дизайн крыши. Внешне не отличишь, что это солнечная батарея. Авторы идеи Сентил Баласубраманиам и Ида Салама вдохновлены работами Apple и Tesla, поэтому сочетают элегантный дизайн и революционные технологии. Они мечтают о мире, который работает исключительно на возобновляемых источниках энергии, и интуитивно уверены, что людей больше привлечет идея оборудовать свои дома и здания солнечными батареями, если те будут внешне стильными и привлекательными. И хотя первоначальная установка солнечных панелей может стоить вам огромных денег, цены на них снижаются с каждым годом по мере совершенствования технологии. Они также окупаются в течение более длительного периода времени по мере снижения ваших счетов за электричество. Световой тоннель. Поможет сохранить свет, не тратя электроэнергию, такое необычное изобретение, как световой тоннель. Чердак – классический пример темного помещения. Конечно, если он не содержит окон, и обычно его освещают с помощью ламп, но это не единственный вариант решения проблемы. На любой чердак можно провести естественный свет, достаточно установить в нем световой тоннель. Это довольно простая и надежная конструкция, которая работает по принципу многократного переотражения солнечных лучей. Световой туннель состоит из приемного устройства, которое располагается на поверхности крыши и собирает лучи дневного света. Оно внешне напоминает полусферу или стеклянный купол. Световода – светопроводящего канала, который передает световые лучи за счет их отражения от поверхности трубы, а также рассеивателя. Он равномерно распределяет солнечные лучи в помещении, подобно лампе. Одного такого тоннеля диаметром 52,5 см достаточно для площади до 40 квадратных метров. Вариант на 82,5 см решит вопрос уже на 75 квадратных метров. В ходе монтажа конструкции можно сделать изгибы как на 30, 45, так и на 90 градусов. Стоят такие системы, конечно, недешево, однако некоторым умельцам даже удается повторить их своими руками за совсем низкую себестоимость. Окна-балконы. Ну а если ваш чердак все же содержит окна, не спешите ставить обычные стеклопакеты. Еще в 1990 году знаменитой датской компанией Velux, одним из мировых лидеров в области строительных и интерьерных решений, была разработана уникальная конструкция, сочетающая в себе достоинства мансардного окна и балкона. Окно-балкон – это не просто универсальный вариант освещения и вентиляции подкровельного пространства, но и настоящее украшение для любого здания. Механизм состоит из нескольких основных элементов: наружного оклада, двух створок и боковых поручней. Верхняя створка представляет собой стандартное мансардное окно,
которая может открываться как центрально-поворотным способом, то есть вбок до 180 градусов, так и подвесным, то есть вверх до 45 градусов. При максимальном подвесном открывании она превращается в козырек балконной конструкции. Нижняя створка обычно находится в закрытом положении, а при открывании образует передний бортик балкона. По бокам в интересах безопасности выдвигаются перила. Ширина подобной конструкции обычно составляет 70-100 см, высота – около 250 см, расстояние от верхней границы окна до пола – 200-210 см. Оптимальное расположение зависит от уклона скатов кровли. Такая необычная, красивая и функциональная конструкция может стать отличным дополнением для вашего чердака. Водонагреватель на крыше. Кстати, солнце может позволить вам сэкономить не только на освещении, но и на горячей воде. Достаточно установить на крышу необычный водонагреватель. Его еще называют солнечным коллектором. В отличие от панелей, использующих солнечный свет для производства электроэнергии, солнечные водонагреватели сразу получают тепловую энергию, которую передают в жидкости. Так, у владельца такой конструкции всегда под рукой будут до 300 литров горячей воды для душа, мытья посуды и любых других бытовых нужд. Но самое интересное, что с помощью этой технологии можно снабжать теплом целый дом. Существует множество различных моделей такого устройства, но все они, как правило, созданы из меди или нержавеющей стали, поскольку использование пластиковых труб недопустимо. Если в резервуаре окажется низкий уровень воды, температура застоя в нем может достигнуть 300 градусов. А вообще, в среднем вода нагревается лишь до 60. Стоимость такого оборудования на самом деле не очень высокая. Уж точно не сравнится с солнечными панелями. К примеру, коллектор российского производства можно найти в пределах 20 тысяч рублей. Вне зависимости от места жительства, каждому человеку необходимо не менее 150 литров воды ежедневно. Для питья, приготовления пищи и на прочие бытовые нужды. На полив квадратного метра огорода, цветника или газона уйдет около 30 литров воды в неделю. И если вдруг на территории вашего инновационного дома отсутствует источник пресной воды, это также не должно быть вашей проблемой. Вы можете провести на крышу систему сбора дождевых капель со специальными фильтрами. Причем сделать это можно и самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. В первую очередь, необходимо грамотно организовать водостоки и соединить их в один общий резервуар. Желательно, чтобы этот резервуар был достаточно большим. Вода не должна выливаться из него при затяжном ливне. На качественные характеристики собранной во время дождя воды влияют конструкция крыши и тип кровельного покрытия. Крыша со скатом с углом уклона более 10 градусов обеспечит более эффективный сбор воды, чем крыша под меньшим углом. Кроме того, на скатной крыше не останется луж воды, выступающих на плоских крышах, в роли садка для микроорганизмов, проникающих после очередного дождя в накопительные емкости и портящих воду. Здесь можно продумать систему очистки жидкости, либо же оставить все так, как есть, и использовать такую воду лишь для бытовых нужд, например, для полива огорода. Некоторые системы сбора воды позволяют проводить ее прямо в дом, но они довольно сложные, требуют особых знаний. С практической точки зрения, преимущество дождевой воды состоит в ее полной бесплатности, а недостаток в непостоянности дождей, которые могут лить несколько дней подряд или отсутствовать неделями. Но если воды у вас в достатке, и вы беспокоитесь за сохранность вашего дома, переживайте, что его настигнет пожар, можете воспользоваться следующим невероятным изобретением. Спринклерная система орошения была придумана достаточно давно и все еще не потеряла своей эффективности. Практическое применение первой подобной системы приписывают самому Леонардо да Винчи, который, по-видимому, изобрел вообще все.
Особенность спринклерной системы, о которой мы расскажем вам в этом видео, заключается в том, что она устанавливается прямиком на крышу и поливает все вокруг в радиусе 24 метров. Кроме того, она может подстроиться под любой уклон крыши. Это изобретение вряд ли сможет потушить крупный пожар, однако точно не даст разгореться сухой траве или угольку, принесенному ветром. Кстати, некоторые современные строительные компании делают крыши из совсем необычных материалов – соломы или даже тростника. И вот в этих случаях такая система будет действительно необходима. Если вы живете в регионе, где зимой выпадают сугробы снега, следующее изобретение точно будет вам интересно. Накопленные снежные массы на крыше опасны для людей, водосточных желобов, элементов дома, а также растений и зданий, расположенных поблизости. Весной в результате оттепели образуется лед с высокой плотностью и толщиной в десятки сантиметров. Чтобы снизить риск повреждения имущества и получения травм от падения льда и снега, многие оборудуют скаты крыш специальными снегозадержателями. Основная задача таких приспособлений – предотвращение лавинообразного падения с крыши накопившегося снега и льда. Принцип работы снегозадержателей достаточно прост и понятен. Удерживая основную массу снега на поверхности крыши, обеспечивается его равномерное таяние и сход. Подтаявшая вода из снега беспрепятственно стекает по водостокам без ущерба конструкции крыши, прилегающей территории и проходящим мимо людям. Снегозадержатели, или снегоуловители, как их еще называют, отличаются формой, размерами, материалом, а также надежностью конструкции. Выбирая ту или иную модель, необходимо учитывать, какую массу снега ей придется сдерживать, а это, в свою очередь, зависит от вида крыши, ее площади и угла наклона. Подобрать правильный снегозадержатель вам поможет специалист. Кроме снега, еще одной проблемой для вашей крыши и близлежащих территорий могут стать птицы. Все дело в том, что вреда от таких непрошенных гостей, поселившихся под крышей дома, не меньше, чем от тех же крыс или мышей. Они являются источником раздражающего шума, постоянно загаживают крышу, царапают фасадную отделку и кровельное покрытие своими когтями. Галки, вороны и сороки, к тому же, являются переносчиками опасных инфекций. Для борьбы с птицами допустимо использование исключительно гуманных способов. Как же сделать вашу крышу непривлекательной для пернатых вредителей? Как вариант, можно использовать специальные защитные сетки для кровли. Они могут быть выполнены из нержавеющего металла или пластика. Установка такой сетки занимает считанные минуты. Она просто натягивается над поверхностью крыши, после чего крепится на специальные столбики. Также в качестве защиты от пернатых можно рассмотреть антиприсадные шипы. Это такие точечные устройства, которые крепятся на карниз. Сегодня в строительных магазинах можно купить ленты с шипами на металлической или полимерной основе. В целом они практически незаметны на крыше человеку, но при этом физически не несут никакой опасности для птиц, так как те просто видят шипы и не садятся на них. Стоимость таких конструкций невысокая. Более того, вы можете сделать их своими руками. Разнообразие необычных конструкций поможет сделать ваш дом по-настоящему технологичным и комфортным. Не стесняйтесь обращаться к специалистам за помощью в подборе правильной модели того или иного устройства. Ведь, как известно, скупой платит дважды. Спасибо за просмотр.